Добрый день! Сегодня постараюсь кратко рассказать об аппаратуре FrSky Horus X12S. Наверное, самой ожидаемой новинки на рынке этого года, да и вообще на рынке аппаратур в ближайшее время. Это всего лишь предварительный краткий обзорчик, потому что прошивка еще не готова. И, собственно, по прошивке показать особо нечего, но с точки зрения железа, почему эта аппаратура будет такой интересной, я вот постараюсь сегодня кратенько рассказать. Почему эта аппаратура вызывает столько интереса? Во-первых, она немножко отличается от всего того, что было раньше, к чему мы привыкли. Например, вот таких форм-факторов аппаратур стандартных более-менее. Это вот FrSky Taranis Plus был в стандартном форм-факторе классической аппаратуре. Это корпус JR. Здесь мы видим совершенно новый тип аппаратур с точки зрения эргономики, с точки зрения вынесенного экрана, управления. Это уже вызывает интерес. Что здесь интересно помимо этого? Это количество технологий, функций и железа, которые вот положили внутрь этой разработки. Здесь есть встроенный GPS, здесь есть встроенные гироскопы и акселерометры, извините. Здесь дополнительные элементы управления есть, как, например, джойстик аналоговый. Здесь есть встроенный Bluetooth, экран достаточно большой, яркий, множество других элементов. Помимо всего этого, конечно, что свойственно для компании FrSky, кроме встроенного радиомодуля IGT, это новый модуль, чуть улучшенный протокол связи и телеметрии, есть еще отсек под внешний модуль, любой, который вы захотите. Давайте теперь по эргономике, по внешнему виду, что здесь привлекает взгляд. Ну, во-первых, вся передняя панель, она отделана алюминием. То есть вот это у нас светлый алюминий, причем он фактурный, он не просто белый, а если тут будет видно, сейчас покажу поближе, постараюсь. Вот, можно видеть, что на нем еще есть фактура в виде линий. И вот эта часть, хотя может показаться, что это пластик, но это тоже алюминиевая панель. То есть вся передняя часть, кроме вот этой вот полоски, полностью отделана алюминием. Стики, полностью блок стиков внутри, снаружи, он тоже выполнен из алюминия. Это дает дополнительное ощущение монолитности стиков. И из-за того, что стики построены на 6 еще подшипников, стики очень плавные и, скорее всего, будут очень точными. Здесь в схеме стиков используются не потенциометры стандартные, а датчики Холла, что должно опять-таки положительно сказаться на точности и плавности их работы. Помимо этого на передней панели находится, естественно, экран. Это уже уточнено, это не IPS экран, это TN экран. Причем это не тачскрин, а обычный экран. Почему так? Потому что IPS, а еще и с тачскрином, они существенно снижают светимость и яркость дисплея общую, что затрудняет видеть этот экран при прямых солнечных лучах. Данный экран это TN, не тачскрин. Я выходил с ним на улицу, когда светило солнце, по крайней мере зимнее, но светило. При максимальной яркости, при прямых солнечных лучах экран не слепнет, а остается читаемым. Если бы это был тачскрин еще и IPS, то скорее всего мы такую яркость уже не видели. И плюс мы бы залапывали на передней части расположено достаточно много элементов управления. Например, вот этот интересный элемент — это защита кнопки питания. Кнопка питания логическая, то есть надо поддержать, чтобы включить, и поддержать, чтобы получить диалог о выключении. Но по совместительству вот эта защита является и крючком для шейного ремня. Причем, когда мы используем шейный ремень, цепляем его за это место, аппаратура идеально сбалансирована. Вопрос в том, что она куда-то вот стремится, будучи зацеплена за ремень. Таких вопросов нет. Она идеально сбалансирована вот в этом месте по весу. Здесь же на передней части расположены поворотные слайдеры с ярко выраженными точками центра. Причем они имеют фактуру, для того, чтобы пальцы не проскальзывали на них во время управления. Два слайдера таких. Два слайдера есть вот такого типа.
свойственным больше для всяких там музыкальных вещей, диджейских пультов, тоже с ярко выраженными центрами. Причем надо сказать, что все слайдеры, которые здесь есть, и переключатели, они очень тугие. То есть это положительно скажется на точности позиционирования и точности указания положения этих слайдеров. Что очень хорошо, потому что в многих дешевых аппаратурах, там разных начального уровня, очень тяжело выставить точное значение при повороте слайдера. Здесь же расположены 4 триммера, это триммеры каналов, и 2 дополнительных триммера для каких-то других функций, которые будут на них назначаться. 4 трехпозиционных переключателя. О фурнитуре могу сказать только то, что она похожа покачественнее, чем фурнитура на Taranis. По крайней мере, стики вообще никакого, так скажем, не болтаются и достаточно плотно переключаются, не вызывают вопросов. И тут же мы можем видеть еще аналоговый джойстик двухосевой. Опять-таки это будет назначаемая функция, под что захотите, под то и будет использоваться. Возле джойстика расположены 2 элемента, это Page Up, Page Down кнопки. Справа мы имеем поворотный энкодер с трещоткой, с кнопкой выбора в центре, то есть он нажимается. И 4 кнопки, расположенные вокруг этого энкодера, это система, модель, телеметрия и возврат. По другим еще элементам управления, сверху у нас 2 трехпозиционных переключателя, 1 двухпозиционный, 1 возвратный. И сзади мы имеем еще 2 слайдера поворотных с двух сторон, тоже очень тугих. По дополнительным еще элементам и по дополнительным портам, которые здесь есть. На экране расположен порт для наушников. На обратной стороне у нас есть под заглушкой разъем под антенну, это SMA разъем, под внешнюю антенну для внутреннего модуля. То есть модуль встроен, EXGT, антенна уже одна есть, внутренняя она здесь находится. Но если мы захотим, мы можем подключить свою антенну внешнюю и сказать в настройках, что мы будем вместо этой антенны использовать внешнюю антенну. Здесь же, естественно, есть отсек под внешний модуль радио, какой это уже вам решать, форм-фактор JR стандартный. И под заглушками еще находятся дополнительные разъемы, это футабовский тренер, монотренер, моноджек тренер, карту microSD и разъем мини USB для подключения аппаратуры к компьютеру. Кстати, снизу расположен разъем для зарядки. И в эту аппаратуру встроена, естественно, уже батарея. Батарея никель-металлгидрид типа LSD, емкость 2 ампера. Почему встроенная? Потому что, во-первых, металлгидрид это не высокоразрядная батарея, использовать ее внутри электроники более безопасно. Плюс при перевозке не возникает ограничений у транспортных компаний. Проверено уже опытным путем, что при работе аппаратуры максимальной яркости экрана батареи встроенной хватает на 7-8 часов беспрерывной работы, что вполне достаточно для полетного дня использования этой аппаратуры. Конечно, можно разобрать корпус, поставить свой аккумулятор другого типа, LiPo, LiFe и так далее. Но схема зарядки, она рассчитана под никель-металлгидрид. То есть тут уже каждому решать, как это делать, зачем это делать и так далее. Я останусь на металлгидриде, как я делал это и в Taranis. Никаких проблем это не вызывало. Работало все хорошо и долго. Что еще интересно по вообще корпусу? Естественно, задняя часть у нас пластиковая, хотя пластик он приятный на ощупь, он матовый, а не глянцевый. У нас есть резиновые ноги снизу, и вот можно увидеть, что разработчики еще и подумали о том, что резиночки установлены на ручку аппаратуры. Зачем? Потому что когда мы кладем аппаратуру на поверхность, особенно покатую, она не будет скользить, потому что у нее есть 4, 2 здесь и 2 здесь, точки резиновых опор. То есть аппаратура не будет соскальзывать, например, там, с капота машины или с другой покатой скользкой поверхности. Резиновые накладки для более удобного обхвата аппаратуры, ручка,
Причем эта ручка, похоже, будет съемная. Она прикручена к корпусу. Зачем? То есть тут варианты еще есть по поводу того, что может быть можно будет крепить какие-то дисплеи к этой аппаратуре и так далее. То есть эта ручка можно будет убрать и поставить, например, другое крепление. Красиво выполненная надпись Horus, блестящая. Ну и, собственно, все. То есть можно видеть, что это прототип на данный момент, и причем четвертый под номером 4. То есть данные аппаратуры, естественно, еще не продаются. Продаваться они начнут не раньше конца первого квартала этого года, а возможно даже ближе уже к началу сезона. На данный момент ведутся доработки и бета-тестирования проприетарной прошивки FRTX. Но с точки зрения железа и всех уже заложенных там возможностей по железу, они уже работают. То есть все дело сейчас в прошивке. Причем не только проприетарная прошивка адаптируется полностью и дорабатывается, а еще и работают разработчики прошивки OpenTX, что должно стать еще одной киллер-фичей для этой аппаратуры. Это возможность использовать либо проприетарную FRTX прошивку, либо всем известный, ну, точнее, может не всем известный, но для тех, кто знает, для того известный OpenTX. Это полностью свободно программируемая прошивка для аппаратур. И вот именно с этой прошивкой это, конечно, будет полная бомба. Прошивка проприетарная FRTX, она будет частично заимствовать функции из OpenTX, давать, наверное, 99% тех возможностей, которые хотят пользователи, незнакомые с прошивками OpenTX и привычными прошивками компаний-производителей. Но для тех, кто хочет большего, кто хочет свободно настраивать все, что угодно, как угодно, конечно, OpenTX это выход из любых рамок, и это будет большой плюс этой аппаратуры. По эргономике теперь давайте поговорим. По эргономике, потому что многие, конечно, смотрят на аппаратуру, понимают, что она сильно отличается от того, что есть, то, к чему мы привыкли. Поэтому большинство вопросов возникает на данном этапе, это как она лежит в руках, как ей пользоваться, насколько удобно и так далее. То есть если сравнить вот стандартный классический тип аппаратур с этой, то первое, что бросается в глаза, это ее ширина. То есть ширина разноса стиков вот здесь и эта ширина, они совершенно разные. Соответственно, аппаратура, конечно, шире. Кроме того, что она шире, она еще и тяжелее. То есть эта аппаратура весит 1,3 килограмма. Берешь в руки первый раз и вот думаешь именно об этом, что ого, какой вес и какой размерчик. Но подержав в руках больше 5 минут, и причем не только я, а еще те люди, которые успели ее подержать в руках, однозначно пришли к выводу, что к хорошему быстро привыкаешь. Во-первых, вес вызывает даже больше дает положительных моментов, чем отрицательных. Во-первых, мы ее берем в руки, понимаем, что мы держим что-то такое ощутимое в руках. И этот вес, он через 5 минут он перестает сказываться вообще. Но у меня, например, это не вызывает вопросов. Это может быть первое впечатление, что потяжелела аппаратура, но наоборот мне нравится то, что ощущение чего-то более увесистого и, возможно, даже какое-то ощущение мнимое более надежного из-за этого и более монолитного. То есть мне это ощущение больше нравится. По обхвату и эргономике я бы сказал, что это тоже шаг вперед. То есть не важно то, что у нас руки теперь больше разнесены, важно то, что мы попадаем на все элементы, причем и для полета щипком, и для полета только большими пальцами, мы попадаем на все элементы, на которые мы должны попадать. И причем у меня это даже по ощущениям лучше происходит, чем в классическом таранисе. Вот не знаю почему, но здесь мои пальцы лежат лучше, попадают туда, куда надо. У меня нет вопросов, как я дотянусь куда-то и так далее. Ну, помимо, конечно, кроме вот этих элементов, которые находятся в центре. Потому что дотянуться до центрального переключателя, например, 6-позиционного, это тяжелее, чем до переключателя 3-позиционного. Но, опять-таки, из-за того, что это будет все свободно назначаться, то тут уже каждому решать, куда он хочет тянуться во время полета, для того, чтобы что-то переключить. Вариантов море, и поэтому я не считаю это каким-то минусом, плюсом
то, что где-то как-то расположено непривычно. Но вообще ощущение вот в руках, когда мы ее держим, ну, мне больше нравится, чем у классической аппаратуры. То есть здесь я хорошо попадаю везде, и все лежит под пальцами. Что задние слайдеры, что переключатели, что стики. Я летаю щипком, и мне удобно. По стикам я уже сказал, что ощущения приятные, очень плавные. Все стики регулируются по натяжению, ну, в смысле по сопротивлению. На стиках можно добавить трещотки, я убрал пока что, и газ можно, естественно, подпружинивать. Мод, какой мод выбран, это выбирается в прошивке, все 4 можно выбирать. Вот, поэтому с этим вопросов нет. Если у кого-то есть дикое желание попробовать, пощупать, посмотреть до выхода, то если вы находитесь в Киеве, то вообще без проблем. Если будете проезжать через Киев, то тоже без проблем. Позвонили, подъехал, показал, или подъехали, посмотрели, подержали в руках. Но, по крайней мере, те, кто уже держал в руках, остались приятно удивлены. То есть у меня здесь собрана, так скажем, типа моделька. 2 сервы стандартных, приемник X8R, встроенный модуль AXGT, он совместим, естественно, обратно совместим с приемниками X-серии, D-серии. И даже с V-серией, если это прошивка внутреннего модуля международная. Потому что прошивок будет 2, международная и европейская. Но европейской версии сейчас из-за того, что там изменилось законодательство по уровню использования радиочастот, там протокол V8, насколько я помню, его сейчас использовать нельзя. Поэтому аппаратура будет выходить в 2 версиях прошивки встроенного модуля. И, конечно, для наших широт в наших странах, не имея такого законодательства, лучше заказывать прошивку международную для этого модуля. Вот. Но хотя, если придет европейская и заказали европейскую, то перешить это будет можно. Но лучше, конечно, заказывать изначально подходящую, более подходящую прошивку. Значит, здесь у меня приемник X8R с телеметрией. 2 датчика, подключенные цифровых датчика. Это датчик аккумуляторов до 6 банок. Сейчас 3 банки подключены с индикатором по баночным и OLED-экранам. Дальше к нему же подключен, как уже многие знают, что все датчики подключаются в цепочку. То есть подключен датчик аккумуляторов, потом в него подключен датчик тока FRSky. 2 сервы, одна на канале газа, другая элероны. Вот. И, собственно, батарея. Вот сейчас я включу аппаратуру. Надо подержать экран, точнее кнопку включения. У нас есть мультицветной LED-индикатор, который будет показывать различные режимы работы. Мы получили switch warning, как обычно, то есть какой-то тумблер не на своем положении. Вот я включил в правильное положение, и увидели мы первый экран. То есть у нас прошивки еще рано разговаривать, потому что тут, возможно, будет и дизайн еще меняться, и, естественно, наполнение, функциональность. Поэтому я просто покажу, что что-то работает и что-то уже происходит. То есть это живой образец нормальный. 3 экрана у нас основных есть. Переключаются они кнопками Page Up, Page Down, то есть полетный экран, проверка стиков работы. Все бегает, все работает. И еще один экран — это GPS. То есть зачем он вообще тут нужен? Ну, например, я могу такой сценарий придумать, как если мы летим на FPV какой-нибудь модели или еще куда-нибудь на чем-нибудь, то и передвигаемся вместе с моделью, то, например, сообщить текущие координаты нашей модели нашей, для того, чтобы она вернулась в новое место. То есть вот это вот одна из таких вот функций. Ну а дальше там, возможно, для какого-то анализа, мониторинга, где мы были, где была модель и так далее, расстояние расчета правильных от модели до дома. То есть для этого всего может быть использован встроенный GPS. Вернемся на основное меню. Здесь у нас на основном меню, если включить сейчас батарею моей мнимой модели, подключим напряжение. Модель связалась с аппаратурой, и вот мы уже видим
те параметры, которые я вывел на центральный экран телеметрии. Это SVR, Standing Wave Ratio, качество работы антенны, RSSI, уровень связи с приемником через внутреннюю, естественно, антенну, уровень заряда аккумулятора и ток, протекающий через вот этот плюсовой контакт, идущий от батареи на приемник. Если подергать вот сервы, то видно, что сервы у нас уже работают. То есть каналы работают, ток скачет, потребление. Теперь перейдем к каким-то другим функциям, менюшкам. Например, система. Тут список системных настроек. То есть энкодером мы вращаем, бегаем по пиктограммам меню. Например, вот сейчас покажу, музыка. Ну, музыка уже работает, уже играет. По поводу динамиков, которые у нас тоже на передней части находятся, это стереодинамики. В Таранисах, первых особенных версиях, динамик встроенный был достаточно тихий, и многие прибегали к тому, чтобы его просто поменять на что-нибудь помощнее, посерьезней. Здесь вопросов к динамикам нет, к их громкости. То есть тут достаточно громко сообщаются все какие-то вещи. Вот, например, вряд ли будут какие-то проблемы даже в поле по поводу слышимости этих звуков. Вот. Значит, это мы в системном меню находимся. Тут различные функции. Например, вот могу показать еще. Вот выбор режимов стиков. То есть сейчас мод 2 стоит, все 4 есть. Калибровка гироскопа акселерометра. Опять-таки, зачем это использовать? Ну, кому-то может быть удобнее, например, управлять тем же подвесом с помощью наклона самой аппаратуры. Ну, или даже моделью управлять таким образом. То есть, ну, я, конечно, этого делать не буду, но, по крайней мере, подвесом можно так управлять будет. И, возможно, это будет даже удобнее, чем крутить какие-то крутилочки. Вот. И, например, тренер, вот если зайти, можно видеть, что тренер может быть как wireless, то есть это через Bluetooth, так и по кабелю. Вернемся на центральное меню, идем в меню модели. Меню модели динамическое, то есть у нас помимо того, что когда мы создаем модель, мы указываем, какого типа эта модель, там вертолет, глайдер, коптер там, и так далее. И, соответственно, у нас будут меняться здесь пункты меню, которые будут относиться непосредственно к типу модели. И пойдем еще в телеметрию. Здесь у нас, кроме того, что мы настраиваем каждый показатель телеметрии по, там, например, отсечкам, сработкам всяких предупреждений и так далее, здесь мы можем настраивать экраны, где что будет выводиться по телеметрийным датчикам, что будет отправляться на центральный экран и так далее. Ну вот в таком виде мы пока что видим свою телеметрию. Вот у меня уже висит на этом тумблере функция дополнительная, это при передергивании тумблера мне проигрывается уровень связи с приемником, то есть RSSI и его значение. Ну, это, в принципе, знакомые вещи для тех, кто пользуется OpenTX, и это вот в прошивке родной такое тоже уже реализовано, Special Functions. Вот. Ну, в принципе, пока все, что могу показать, потому что больше показывать особенно нечего, то есть нож это работает уже. Вот. Даже пару там бета-тестеров уже даже полетали на каких-то моделях, но все равно о прошивке говорить пока что рано. И о ее внешнем виде, и о том, как выглядит меню, и о логике его работы, и о тех функциях, которые в эту прошивку будут заложены. То есть пока что это еще не финальная версия, это предварительный обзор, предварительное обсуждение и мой предварительный рассказ об этом. Как только будут появляться какие-то точные или уточненные нюансы, новости, естественно, я постараюсь сразу это излагать на форумах, уже там известных многим, там моделька, вот, или на странице AlexBro в Фейсбуке, или на своем блоге marketchangers.wordpress.com. Вот. Ну и буду стараться держать всех в курсе событий. На данный момент активно ведется бета-тестирование этого всего дела, доработка функционала этого все дела, наблюдение, естественно, как там работают разработчики OpenTX. Но уже можно сказать, что, конечно, с точки зрения железной аппаратура бомба, с точки зрения того, что будут доступны две прошивки, и родная, и
OpenTX это тоже бомба. С точки зрения количества технологий, используемых здесь, это тоже бомба. С точки зрения вообще протокола связи FrSky, он еще и обновлен. И то, что можно использовать там другие модули, и вообще система всей телеметрии и так далее, то это все и так известная железобетонная, надежная, хорошая связь, хороший протокол. Поэтому это тоже бомба. Самая большая бомба, что вся эта радость на данный момент оценивается самим производителем, ну пока как слухи, нет еще финальной цены, но оценивается в $500. То есть в виде там чемодан, плюс ремень, плюс встроенный модуль уже XGT, плюс зарядное устройство. Вот для этой аппаратуры будет в районе $500. Вряд ли эта цена сильно изменится в большую или меньшую сторону. По крайней мере, компания FrSky, скорее всего, постарается удержать вот эти ожидания пользователей, которые рассчитывают на то, что это будет вот в таких пределах. Ну, будем надеяться, но посмотрим, конечно, по итогу. На данный момент все, что я мог сказать. Следите за новостями, задавайте вопросы, возможно, кому-то что-то интересно. Вот, постараюсь на них отвечать. Все, спасибо за внимание.